Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас очередной таро-прогноз уже на октябрь 2022 года. Осень летит очень быстро, нам нужно заранее готовиться к тем событиям, которые вас ожидают, и их планировать, потому что у нас планирование – это залог успеха. Что ж, помогут нам сегодня в этом вопросе колдовское таро, а также оракул символом. Поэтому думайте о том, что для вас важно, что для вас значимо, и будем анализировать эту цепочку событий. Так, общая энергия месяца, что вас ожидает в работе, в финансах, вопросы здоровья, вопросы личной жизни и совета карт. Что же у вас здесь? У вас общая энергия месяца, как вы видите, семерка чаш. Возможно, у кого-то это, как я говорю, хоть разорвись, планирование, потому что вы пытаетесь успеть все и вся. Для кого-то это может быть ситуация тяжелого выбора, а у кого-то исполнение мечты и попытки объять необъятное, потому что данная карта – это все-таки желание иметь все и сразу. Чем же ознаменуется ваше планирование вашей мечты? И чего в большей степени это все будет касаться? По девятке пентаклей. Итак, для многих все-таки это будет звучать как улучшение качества жизни, получение зоны комфорта, расширение ваших возможностей, увеличение заработка. То есть здесь мысли, цели и задачи направлены на то, чтобы, знаете, как работать меньше, получать больше. Вот это ваш основной посыл. То есть как к этому прийти. И многие будут себя не просто, знаете, как задумываться над этим, но активно в этом направлении работать. Так же, как для мужчин, так и для женщин, эти два аркана в связке могут говорить о мыслях, о планах, о целях на будущее относительно вопросов зачатия, деторождения, продолжения рода, у кого-то, возможно, усыновления. Потому что, если вы видите, здесь девушка у нас на аркане изображена с животиком. То есть, видите, иными словами, как будет плодоносить. То есть, вопросы деторождения предстоят. Если действительно для вас это было важной, значимой темой, то есть активно работайте над этим вопросом, и вам удастся реализовать задуманное, удастся реализовать свою мечту. Если мы будем смотреть вопросы карьеры, работы и бизнеса, то здесь у нас ложится аркан маг. Маг говорит о том, что вы повышаете свою квалификацию, вы в какой-либо нише становитесь экспертом. И неважно, в какой вы сейчас ипостаси. Даже если вы не работаете, это получать новые навыки, образование, то, что вам позволит себя, знаете, как показать и проявить на каком-то поприще. Либо если вы уже реализованы, то это укрепить ваш авторитет, ваши профессиональные навыки и стать востребованным специалистом в вашей области. Давайте смотреть. Итак, для тех, кто у нас сейчас по ряду причин не работает и работать не может, то здесь, как мы видим, маг и король жезлов. Ну, в первую очередь, безусловно, это быть на попечении. Это может быть для вас там и супруг, и кум, и брат, и сват, и отец, и просто хороший друг, там руководитель или наставник бывший. То есть и есть поддержка, и ваши амбиции растут, и как следствие вы будете здесь пытаться наследовать чей-то опыт, что-то здесь перенимать для того, чтобы реализовать ваши амбиции, вот эти вот мечты, к которым вы так активно стремитесь. Если же вы ищете работу, то маг и справедливость – это как не то чтобы удачное стечение обстоятельств, это действительно заслуженная востребованность, потому что здесь успешно сдать экзамен, это успешно пройденное собеседование, это проявить себя как высококвалифицированного специалиста и как следствие заинтересовать вашего работодателя. И если же вы наемный сотрудник, то что мы здесь видим? Маг и пятерка мечей. Вот эти два аркана могут говорить о том, что нашла коса на камень. Почему? Это даже не конфликт с коллегами или руководством. У вас может идти осознание того, что вы хотите независимости, хотите работать на себя. Поэтому для некоторых здесь может отыграться как действительно уход в собственную реализацию. И для некоторых из вас по этим картам
Ну, я озвучу все варианты. Маг и пятерка мечей – это быть призванными на службу, это действительно могут быть вопросы мобилизации. И еще у вас это отсутствие работы, потому что вы повышаете квалификацию в своем, допустим, отпуске. Но пятерка мечей – это не работать, это отсутствие работы, отсутствие взаимодействия с кем-либо. Если же у вас вы собственный бизнес, то по королю Пентаклей это вопросы процветания, это востребованность, это прибыль, это доход, это заработок на вашем мастерстве, потому что по магу это передавать опыт, навыки, знания, все то, чем вы владеете, и на этом активно зарабатывать. И если мы с вами посмотрим финансовую сторону вопроса, здесь у нас ложится тройка пентаклей, ну, активный труд и оттачивание мастерства, которые дадут свои цели и результаты. Это заработок стабильный, это заработок выше среднего, и вы активно, помимо всего прочего, будете здесь анализировать ваши доходы, ваши расходы и планирование вашего заработка, что приведет к успеху. Если смотреть вопросы здоровья по рыцарю чаш, замечательное самочувствие. Эмоциональное, физическое, ментальное, душевное. Вы часто мне задаете вопрос, почему я, да, как мне говорят, у вас скудный словарный запас. Ребят, ну я не знаю, какими еще словами можно вам описать просто хорошее самочувствие. Хорошее самочувствие, оно и в Африке хорошее самочувствие, как бы вы его описывали, какие бы эпитеты вы бы сюда не подбирали. Поэтому здесь прекрасно. Более того, вы на эмоциональном подъеме здесь, знаете, как желание работоспособности 24/7. То есть вы будете крайне продуктивны. И это касается не только работы или бизнеса, это может касаться каких-то ваших проектов. Будь то вы начали или решили заняться спортом, или погружаетесь в какой-то проект. Вот эта эмоциональная вовлеченность, она как раз вас будет подпитывать быстрее, знаете, желание поглотить все и вся. И здоровье вам будет действительно позволять это делать. Вопросы личной жизни. Вот здесь у нас двойка пентаклей. Быть или не быть? Или лавировать между чем-то и чем-то. Ну, то есть вы можете лавировать между личной жизнью и работой, личной жизнью и какими-то хобби, или кто-то может лавировать между несколькими партнерами. Поэтому давайте проанализируем. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе свободен, что же у вас здесь? У вас по тузу чаш знакомство, флирт, эмоции, но вы здесь будете сомневаться, а нужно ли вам это, а своевременно ли это, а тот ли этот партнер или партнерша, а стоит ли тратить на это время. То есть у вас внутренние здесь колебания. Если же вы в любовных треугольниках, то двойка пентаклей и отшельник – это сопоставить, сравнить, взвесить все за и против, потому что даже если вы при двух партнершах или партнерах, вы можете себя в этих союзах ощущать одиноко. И может прийти вообще мысль, позиция или желание выйти из любых взаимоотношений в поисках нового, качественного, стабильного союза. И если же у вас прочные, стабильные взаимоотношения, то здесь двойка пентаклей, четверка жезлов. Здесь все в порядке. Устоявшийся быт, любовь, счастье, гармония, но двойка пентаклей, четверка жезлов – это все-таки здесь разрываться между семьей, между хобби, между работой, между какими-то вашими собственными увлечениями. Потому что здесь, я же говорю, вот по семерке чаш, желание получить то, к чему вы стремитесь, добиться этого, реализовать по максимуму. Конечно же, вы приложите к этому все ваши силы. И совет у нас на октябрь. Не зря вам выпала такая карта, потому что если у вас ключевым вопросом по энергиям стоит увеличение вашего дохода, расширение ваших возможностей, здесь я очень часто эту карту называю не то чтобы картой кармы, но она вторит аркану правосудия или аркану справедливость. Потому что что посеешь, что пожнешь. И, как правило, как проработка психологии бедности у многих. Если ты хочешь много в этой жизни иметь, ты должен стараться по максимуму отдавать. Это не обязательно вопросы денег, это бескорыстная помощь, внимание, благотворительность, содействие. Но благотворительность не о которой кричат направо-налево с позиции показушности.
Нет, это внутреннее, для вашего собственного удовлетворения и не с позиции выполнить пунктик, лишь бы чтобы больше пришло денег. Это то, что вы должны стремиться делать от души. Вот когда вы проработаете этот внутренний блок отдавать бескорыстно, вы откроете для себя наново финансовые каналы, расширите свои возможности, увеличите свои возможности и посмотрите, что вы не так уж и далеки от своей мечты. И неожиданность периода. Ой, у вас здесь падает карта пара. Это взаимодействие, это партнерство, это компромисс, это удача, это единение семьи. Если вы свободны, то это знакомство. Если это любовные треугольники, то понимание, что вам нужен партнер, который вас полностью зеркалит, с которым вы будете счастливы. То есть здесь очень сильно звучит тема взаимоотношений. И неважно, личных, деловых, социальных, просто там дружеских и так далее. Но здесь это, знаете, как помощь и поддержка, кооперация. Причем знаете, для чего кооперация? У большинства из вас, вот я открываю аркан, это идти дальше по духовному пути, по пути развития. Потому что здесь это стремиться за теми, кто на ступень вас выше. И в плане личностного роста, и духовного, социального, материального. То есть это вот взаимодействие, которое вам и позволит расти далее. Поэтому я считаю, месяц у вас потрясающий. Что ж, негативные нотки мы перекроем позитивными. Поэтому вам возможностей, вам реализации. Сейчас даже вот так это выполним. Пусть Вселенная вам всецело помогает. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.